Зависимость, просто чтобы вы знали. Зависимость – это отдельная категория. Вы слышали, что я сказал? Зависимость – это отдельная категория. Это не присутствие к выпивке, пристрастие к курению, пристрастие к распутству, пристрастие к блуду, пристрастие к лжи или пристрастие к воровству. Это не так много зависимости, это одна зависимость. Зависимость есть зависимость. Это целая сеть. То, что я вам говорю, очень важно, потому что сегодня сатана использует зависимость, чтобы занять вас, тратя впустую время, которое вы должны отдать Богу или чему-то более продуктивному в вашей жизни. И он занимает вас. Вот почему вы можете заметить в своей жизни, те из вас, что вы зависимы от того или иного. Вы можете заметить, как только вы освобождаетесь от одной зависимости, вы переходите к следующей зависимости. Как только вы освободитесь от другой зависимости, вы переходите к следующей зависимости. Решение состоит в том, чтобы освободиться от зависимости в целом. Придя к Иисусу и получив избавление от зависимости. И вы видите, как зависимость может прийти в вашу жизнь. Это приходит через вредные привычки. Кто из вас знает, что когда вы берете сигарету в руки, чтобы выкурить, это вредная привычка? Это что-то плохое. Кто из вас это знает? Дай мне увидеть твою руку. Все это знают, верно? Но все же некоторые из вас говорят: дайте мне хотя бы один раз попробовать. Вы пробуете один раз, а потом скажете: попробуй еще раз. Попробуйте в третий раз. Это стало плохой привычкой. Если вы продолжите кормить его, он превратится в зависимость. Тогда вы станете заядлым курильщиком. И как вы бы ни старались остановить это, вы не сможете остановить это, пока Бог не освободит вас. Вы со мной? Так работает сатана. И нам полезно знать эти вещи. Потому что если вы не знаете, вы будете обмануты. У скольких из вас дома есть маленькие дети? А иногда, чтобы ваши дети оставили вас в покое, вы даете им планшет и говорите: играй в свою игру. Сколько из вас сделали это со своими детьми? Вы дали планшет, а потом ребенок продолжает требовать этот планшет или ваш телефон. Мама, дай мне телефон, папа, дай мне телефон, и ты даешь. Вы говорите: это ребенок, пусть играет, это хорошо. Они должны быть чем-то заняты. Нет, они заняты формированием вредной привычки. И тогда эта вредная привычка может превратиться во что? Во что? Это может превратиться в зависимость. И когда это становится зависимостью, братья и сестры, им очень трудно это остановить. Они как пьяницы. Они как наркоманы. Та же наркомания, когда кто-то колет себе героин. Это такая же зависимость, как и того, кто играет в игры на телефоне. Вы видите, по незнанию, сколько из нас познакомили своих детей с играми на телефоне, планшете или ноутбуке. Или мы даже покупаем им PlayStation, Xbox. Мы покупаем это для наших детей, чтобы в конце концов сделать их зависимыми. Вот почему вы можете увидеть, кто-то вырос и стал 20-летним, 30-летним и 30-летним. Этот человек все еще пристрастился играть, как маленький ребенок по телевизору целыми днями. А жена говорит: ты сегодня не работаешь? Нет, я здесь с друзьями. Я занят, и я пойду на работу завтра. Представляете, насколько это серьезно? Зависимость – это отдельная категория. Это не пристрастие к выпивке, пристрастие к курению, пристрастию к распутству.
Пристрастие к блуду, пристрастие к лжи или пристрастие к воровству. Это не так много зависимостей, это одна зависимость. Зависимость есть зависимость. Это целая сеть.